Всем привет, начинаем стрим. Так, я немножко. Хорошо. Итак, на чем мы останавливались, что мы делали и так далее и тому подобие. Э, Ну, собственно говоря, здесь проблема. Нет проблемы, ладно. Хорошо. Итак, в общем, кое-что вне стрима я сделал. Конкретно то, чтобы уровень подтягивался. У нас тут под спавном. Так, так. Где у нас тут спаун enemy? У нас вызывается init характер. Я его переделал немножко тут и настроил еще дополнительно, чтобы спаун был. То есть у нас каждую секунду там отспавнивается количество enemy по-разному. И spawn enemy wave вот происходит такой вот спаун. Он здесь определяет, сколько enemy заспавнить. То есть если у нас скопилось много enemy 60, ну, потому что меняем, может 50 поставим, то он рандомно либо 0, либо 1 заспавнит. Потом он в зависимости от спаун левела еще делит его на 2 количества. То есть чтобы следующий спавнил больше врагов спавнилось. Я думаю, наверное, даже на 3 разделим. Спаун левел каждые 2 минуты растет. Или 3 минуты. Ну, давайте на 3 вначале разделим. Не так сильно. И, в общем, как-то так. То есть, эту вот штуку делает каждую секунду здесь. У нас на таймере. Update game time. У нас тут после всех этих приколов вызывает spawn enemy wave. То есть каждую секунду получается. И вот по поводу статов. Я там думал, как делать. Я передаю вот этот вот spawn level. И просто его сюда передаю. А там курва. Там курва, там все курва, там все хорошо. Настроил курву, подключил. Там все прекрасно, все чудесно у них сделано. Это мы одобряем. Вот как-то так. И еще одну вещь сделал очень интересную. Это чтобы подтягивались значения. То есть у нас имеются такие штуки, как там Health Max, Health Current, вот эти вот всякие, там, точнее, Mana Max, Health Max, там какой-нибудь Armor, Strength, Evasion, Accuracy и прочее. То есть наши статы. И у нас есть в этом дата-ассете описание. И мы же хотим его заполнить. Правильно? Правильно. Соответственно, нам надо, чтобы было написано в описании, там, условно, увеличивает здоровье на и значение. И подставить его туда. Тут все очень легко и просто. Мы берем наш description и вызываем вот этот формат. И передаем туда f-format named arguments. И он возьмет и найдет везде, где будет написано вот эти фигурные скобочки и текст, который вот здесь указан. Он его найдет и подставит то значение, которое мы ему укажем в аргументах. А в аргумент мы сюда ему в args мы передаем вот этот вот значение из тимапа достаивая. Изначально его здесь заполняю. То есть ключ это у нас атрибут, с которым мы работаем, и это то, что ему надо найти. В общем, все вроде бы легко и просто. Хорошо, давайте F7, еще разочек. 5. И в этом покажу.
Так, ну вот наша курва. То есть мы заполнили тут и дальше заполняем по всем статам. Левелы взяли, добавили, все отлично, все удобно. И все будет подтягиваться, и все будет отлично. Data table тоже заполнили, который для enemy спавна все есть. Ну а с этим все очень легко и просто. У нас есть вот, допустим, Health Max. Давайте сделаем иначе. Давайте откроем какой-нибудь, да, вот этот. И он уже его туда подставил, поменял, потому что он загрузочный. Сделал. Ну, какой интересный, кстати, он его меняет и подставляет же туда. Это интересно. Смотрите, в чем смысл. Мы берем, прописываем вот здесь вот такую вот фишку. Health Max. Health Max. Таким вот образом это все сохраняем. И тут. Вот он сработает пост-лоад. Дело в том, что... то есть после того, как он загрузится в память. Но он больше у нас уже не загрузится в память, потому что мы его только что открыли. Чтобы это сделать, нам надо вот такую вот штучку reload запустить. И вот у нас сработал breakpoint. Здесь он пролетел, потому что уже есть. Вот мы залетели в этот наш метод. И он через find взял, добавил нам вот этот 25. И в итоге теперь, когда мы его откроем, у нас уже 25 стоит. Магия. Единственный, конечно, минус то, что он будет его... Если новый залетит значение новый, он же не сработает. Осуждаю. Блин. Поняли, в чем прикол? То есть, если сейчас там залетит другое значение... не, какая? Не, подожди. Он же уже ее изменил. Да, это все не будет так работать, как я хочу. В чем проблема? Если мы откроем вот этого покемона, здесь, допустим, изменим 25 на 10, на 10 сохраним, то вот здесь 10 уже никогда не окажется. Оу. Знаете, в чем проблема? Last Cards, эту карточку мы делаем. Reload. Мы сделали reload. 10 оказалось. Подожди, а как это он? А как это так? А как он подтянул? Ну, тут же не написано 10. Работает. Прикольно работает. Просто другой вариант это делать через getter, то есть вот этот card description. Мы его спрячем под protected и description получать только через метод get description. И он вот эту вот часть будет выполнять всегда, когда ему надо описание получить. Вот. Не то, чтобы тут прям супер что-то тяжелое, но тем не менее. Хотелось бы, чтобы он с этим работал. Давай на 5 поменяем, допустим. На 5 поменяем. Здесь-то он еще не изменил его. Потом мы делаем reload. Reload. Здесь 5. Я не очень догоняю, почему это работает. Но он подставляет это, я понимаю. Вместо этого, но он же заменяет ее.
Ну ладно. А если я удалю его? Допустим, мы сделаем еще раз релот. Что произойдет? И теперь он точно сломается. Да, вот все. Сломался. Вот это вот мне не нравится. Мне очень не нравится. Потому что он именно в редакторе то, что мне это не нравится. Наверное, все-таки мы сделаем через getter, который будет это делать. Это более надежная какая-то история. Также у нас здесь будет видно, где стоит health. Потому что тут такое ощущение, что это вручную введено. А это некрасиво, как минимум. Health max. Плюс не очень понятно, что мы туда вписали. Может быть, мы ошибку сделали. То есть изначально человек, который вводил ошибку, сделал, и он не те цифры тянет. И нам непонятно. А так нам будет понятно, что вот это введено. Давайте через getter сделаем. Это мы закроем. Вот это создается на постлот. Да, она единожды создаст вот этот атрибут toKey. И мы создадим getter. Да, вот этот, кстати, я сделал виртуалом, потому что вдруг я захочу где-то там у Child что-то дополнительное туда добавить. И вот этот виртуал как раз-таки мне позволит это сделать. Так. Get. F текст. Можно было бы, конечно, создать для этого. Хотя... Ну ладно, это не столь важно. Так, get description. Get description. Get description. Так, ну дай мне этот... Дает, смотри, засранец. Сюда подставлю его. Так, здесь он аргументы делает. Мы по факту вот это вот просто сюда переносим. Здесь пишем return. Да, он все же его меняет там. Нельзя. Get format аргумент. Я shit не прописал. Можно const, ничего там не меняет. Ладно, уже не важно. В общем, он получает вот эту вот часть. Можно const вернуть? Нормально все было. Так, есть. Get format named аргумент. Art modifiers, бла-бла-бла. Ему не нравится, да? Все-таки. Ну ладно, не получается. У меня const нормально дали. Куда? Ну и пожалуйста. Get format named аргумент. Есть. И мы через get description будем делать. Сам description мы спрячем, чтобы мы не могли его получить спокойно. Мы его сюда спрячем. И это вызовет проблемы. И сейчас мы их решим. Так. Вот здесь это вызывает проблемы, потому что get... нужно через get теперь description работать.
Is description. Все есть. Description fix. По мелочи надо, чтобы было. По мелким таким этим управляем. Можно, конечно, было бы его здесь записать отдельно и в текст выделить. Его записать. Тоже, кстати, единожды. Его записать. И все. Подожди. Так, а почему сразу этого не сделать? Когда первый раз он его получает. Подожди. Get description оставить. И оставить вот здесь вот, чтобы он его назначал. Что он будет возвращать тот и в текст. Подожди, так это лучше стоять. В текст. Чтобы постоянно это не делать, то проще будет. Конечно, минус память. Ну, что поделаешь, f-текст. Description. Так, нет. Description protected. Этот public. Этот public. Вот эти ребята идут. Public. Вот эти ребята идут. Идет в protected. Этот идет в protected. Вот. Так, теперь все стало на свои места. Description. Description равен вот этому, а здесь просто он description возвращает. И все, return description. И, соответственно, так как он его возвращает по этому, мы можем вернуть по ссылке const. Const. И сам метод сделать const. По ссылке const. Const. Все, вот так вот. Вот. Вот это то, что мне надо. То есть он и там его не... и каждый раз, когда он его будет перегружать, перезагружать, он будет получать именно этот description. Вот оно. Вот оно вот так вот. И супер дешево он получает доступ к этому с посылочки. Сразу бам, полетел. Жизнь прекрасна. Можно вообще ее инлайн сделать. Можно сделать вообще вот так. Угу. Именно. Демайст. Поехал, полетел. 7 F5. Смотрим сейчас, как оно работать будет. Так, вот card description у нас идет health max. То есть тут ничего не меняется.
Все здорово. Откроем остальные. Давай все вместе сразу. Matrix. Так, вот у них прописан Health Max. Мы запускаем нашего красавца. И вот Health Max 5. Все подтянули, у всех все хорошо. Нормально? Я думаю, да, нормально. Это то, что нам надо как раз. Все четко. Так, единственное, что вот мы сейчас, допустим, изменим его на 15 с 5 на 15 и запустим, а он сейчас ничего не подтянет, потому что он уже загрузил его в память единожды. Что в том случае, как бы он бы все работал, если мы сразу, ну, геттер его пересобирали. Поэтому, чтобы это сработало, нужно все вот это вот сделать релоад. Сделали релоад, запускали. Запускаем, бам. Здрасте, что-то не прошел. И вот по 15, все отлично. Хорошо. Здорово, есть. Ну, единственный минус, то, что и когда добавится новый стат, нужно вот эту вот фигню делать. Вот были бы янамы, было все через янамы, этого бы можно было бы избегать. Хотя тоже надо было бы вводить эти, скорее всего. Эти штуки. Эти. Так. Есть трабл один, который я заметил. У нас там, где вот он спавнится, все окей. Но. Дело в том, что он не применяет Active Card Effect to It. Вот нам нужно зарегистрировать новый эффект. У нас его еще нету. То есть по каким-то причинам тут ничего не происходит. Он просто его добавляет, и он его не делает. Здорово, Тути. И он его еще здесь не делает. Я не оставил ту душку, но нужно нам применить этот эффект новый. То есть мы с ним работаем вот здесь вот. Здесь мы с ним начинаем работать с этим enemy-характером новым. Эффект применить. Мы записываем все эффекты. Мы их все записываем. Куда мы их все записываем? Где тут тирей должен быть? Юдата, тирей, player info, enemies info, player ability. Мы нигде их не записываем. Но это я себе тут оставил как раз таки вот по поводу этого. Зачитать, не? Вот я удалил кучу ненужных функций полей, многие сделал приватные. Краткое ревью моих изменений. Ну, это круто. Если оно работает так же, все, то это вообще замечательно. Это мощь. Зарефакторил все дела. Так, подожди. А как у нас карточки применяются? Play level up cards. Зачитать платное. Конечно. Apply level up cards, set card level. А я еще не проверял. Пока что не компилится. Нормально так и зарефакторил. Нормально. Set card level, S level up. Set card level. Это он. Source component add enemy info ability deploy этот source этот он добавил, хорошо. Get active spec get level +1.
Card level, это он увеличивает ему. А если нет тут такой? Play level up card. Level up. Так, он определил card data table. Правильно? Get all rows получил. Нашел эти карточки. Бла-бла-бла. Apply level up cards. Пошел у нас он делать. Делает apply level up cards. Card default get ref. Угу. Card info. Он записал вот эта карточка set card level. Здесь она по ссылке установит карточки уровень. То есть она проверит, если есть такая карточка, она просто-напросто поднимет ей уровень. Хорошо. И вот здесь сработает S level up. Это он туда отправит те 3 карточки. Вот здесь у нас card select. Это когда мы уже карточку выбрали. Здесь мы определяем наши ability system компоненты, которым назначить этот бонус нужно. И вызывать supply card effect to target. Apply effect, active effects. Вот куда мы записываем. Active effects, и по индексу мы их достаем. Вот же они у нас. Где у нас Active Effects? Вот они, да. F Current Gameplay Effect. А добавлены они через этот. Добавлен он на этом. На вот здесь именно по очереди 3 штучки. Шлеп. И первый отвечает за этот отвечает за этот. Хорошо. Здорово. Значит, нам нужно вытащить вот этот Player and Enemy бонусы все и Enemy, который... То есть нам надо Player and Enemy и Enemy. Обратиться к его по индексам, к ним. Там 2 массива. Нам нужно их перебрать. Like card effect to target. Card info и target. И вызвать метод card effect to target, передав ему вот эту вот историю. Так, еще раз. У нас effect to enemy, правильно? Enemy, вот этот мы сюда передаем. Тир. Подожди, он. Targets мы еще не по ссылке его почему-то. Ну да ладно. И array. Не, наверное, лучше создать его здесь. Мы его создадим. Array u. Подожди, как что ты там принимаешь в себя? Так, он давай. Targets. Так, шлеп. Потом targets. Targets.add. Add вот этого покемона. Передали. А вот что такое card-info? А card-info это конкретно все наши вот эти card-info, которые мы сейчас должны получить. И самое интересное, что их будет там прям очень много. Active Effects. Давай сейчас Active Effects. Static Cast.
Fast. Я знаю, что я могу по индексам, потому что я знаю, как это обратиться, но лучше мы сделаем через этот. Int 32 на E. Как он называется? Hard Effect Target. Hard Effect Target. Enemy нас интересует. Active Gameplay Effect Handlers. И что если сделать его? У меня мысль появилась. В Unreal же есть расчленение скелетал мышей. Что Ну если сделать да. его мобом от смертельного удара большим оружием? Ну, это здорово, но ты хотя бы, ты как бы, ну, не распыляйся. Так, вообще, в итоге, да, это прикольно будет. Но не распыляйся. Вот нам надо его перебрать. Запишу на будущее. О, да, это хорошая тема. Так, еще раз. For const. Вот этот товарищ. Card Effect. Такая вот штука. Card. Точка эффект класс handle level. Эффект класс. И gameplay эффект там находится, а этот принимает в себя card info. Что такое card info? И что ты с ним делаешь? Там DA находится. А как я тебе соберу ее? Card эффект. Ну, там класс находится, хорошо, level. А здесь он target. DA card gameplay эффект. Card gameplay эффект он достает. Ну, там тоже класс. Тутуру, приветствую. Привет. Утречка. Бла-бла-бла. Утречка. То есть тут он просто с датаста его достает. Дело в том, что получается, нам надо будет сделать то же самое. Ну, мы сейчас, наверное, сделаем то же самое, но не то же самое. За счет того, что эффектов здесь Чё, много, как мы оно? сейчас тут... Да, Привет. отлично. Привет. Чё, как? Да, да, нормально все. Все как обычно. Все отлично. Все как обычно. Нам нужно remove active gameplay эффект. Он делает текущий remove. Но дело в том, что нам не надо текущий делать remove. Нам нужно вот этот вот spec to self. Очень важная новость. В доке 2 патч. В доке 2. За дока. Дота, может быть. Или что там? Какую игру делаешь? О, Vampire Survival Diablo. Между этим и этим. Правильно, дока 2. Доку 3. Дока какая-то, ужас. Подожди, нам-то надо еще и уровень вытащить с него, правильно? А хотя подожди, зачем в смысле уровень вытащить? Геймплей эффект. Это же игра про нарезание кишков. Осуждаю. Handlers эффект класс. Active.
Нам нужно сделать вот эту часть всего лишь. Нам все остальное нафиг не надо. Соответственно, нам массив не надо создавать таргетов и заполнять его здесь постоянно. Так, пока я вот сюда вот его вставлю. Еще раз, это он берет, но это он у этого достает. Вот здесь вот у этого компоненты. Все эти приколы он оттуда вот достает. Это мой 8 аккаунт. 8-й аккаунт, это здорово. Card эффект, который добавляется в Active эффект. Это последний вот этот вот. Нам это не надо делать. Нам этого не надо делать. Нам нужно только лишь вот эту Ну вот и часть спалилась поменять. спам-гидра. Да, да. Нам нужно только вот эту вот часть сделать. Я не спам-гидра, я чигурчик. Это здорово. Это на самом деле очень здорово. За индекс, подожди. А, это вот это не надо. Не бань. Продавец никого не заправлял. А не будем мы пока тебя банить, если будешь себя хорошо вести. Ты где пропадал? Аккаунт создавал новый? Можно, кстати, сделать попроще. Card info. Так нет такого card info. Дело в том, что gameplay effect spec to sell. Gameplay effect. У него левел в этом содержится, правильно я понимаю? Здесь у него же левел есть, правильно? Handle у него есть левел и эффект класс, да. Эффект класс это сюда, этот это сюда. Я не знаю, где я пропадал. Handle, дело в том, что он... ты не знаешь, но... Плохо. Контекст handle мы сюда засовываем. Handle вот этот. Его не надо новый создавать. Тогда все получается, делается в одну строчку. Это вот здесь, смотри. Вот сюда мы его засовываем. Где ты пропал? И тут мы apply gameplay effect to self. Привет. С днем песочного печенья. Привет, спасибо. Тебя тоже с днем песочного печенья. Кушать рандомные такие штуки. Так, gameplay эффект. Мы из card эффект. Card эффект. Точка. Достаем эффект класс. Потом из card. Мой ник Ксразын читается как Казин. Хорошо. Level и card эффект. Точка. Handle. Так, я не понял. Он контекст handle хочет, не геймплей. Контекст handle, а здесь-то у нас не контекст handle, нифига. Эффект handle. Подожди, так он вообще его не принимает там, да? Или ему он нужен? Я запутался. Контекст handle нужен. Он ему нужен. Спам-гидра вернулся. Да. Я тебя не слышу, громче говори. Не буду я громче говорить. Громче сделай. У меня звук на максимум, я тебя еле слышу. Но... Google разработал какой-то новый имбовый алгоритм сжатия данных, который сжимает данные для AI в 6 раз и ускоряет работу в 8 раз. Так было написано. На фоне этого акции Микрон просели. Это да, это я видел.
Ну, на тебе 3 децибела добавлю. Так. Да, вот это вот я историю видел. А что вы там, как голосуете? Чё там? Подготовка к грандиозному проекту. Вот как она. Ну, посмотрим. Так, подожди. Нам надо вот этот вот товарищ по-любому. Мы его сюда запишем сразу. Оп. А вот это вот ему не нравится. Subclass to const you gameplay effect. Так что ли? Нет, не так. Get 42 закрыли, я теперь не смогу делать свой сериал про дальнобойщика Макса. Беда. Ой, беда, какая беда. Не сможешь делать свой дальнобойный сериал какой-то. Вот такая вот штука. И это мы должны сделать несколько раз. Ну, еще один цикл, еще разочек. И про чигурчика. Ability System Component Make Effect контекст. Сюда его передали. Который у меня на Аве. Меньше спама будет. Спам гидру этот обделили, получается, и... Здесь так, вот это тоже работает. Тут мы не enemy прописываем, а прописываем enemy. Все забыли прошлое, я не спам гидро, я чигурчик. А по-любому забыли прошлое уже, все забыто, да. Что-то там с 5 уже в 6, получается, перешел, или что-то, да. Или уже там 7 на носу. Что там, как делать? Что изучаете? Че, уроки как? Сделал? Так. Закроем. Hard level сюда передали. Этот передали. Gameplay эффект передали. Get default object. Для каждого этого понятно, что можно вот это вот обернуть в метод, который будет принимать в себя всего лишь что вот эту часть. Но что-то я не хочу выделять под это метод целый. Вот если добавится у нас еще один, тогда поговорим. Так. Вроде бы все. Вроде бы все. Единственное, что мы вот здесь очень смелые. Но как бы мы смелые, потому что вот это вот тут происходит. Все строго. Play effect to new enemy. Еще раз. У нас залетает ну, вот этот новый enemy. Мы узнаем у него компонент. Находим этот ability system компоненту. Нашли. После чего мы записали этого характера сюда в enemy info и добавили ее в наш общий enemies котел. Записали handle.
И пошли по всем текущим активным эффектам, которые влияют на enemy. Применили их к нам. К нам применили. И все, которые влияют и на плеера, и на enemy, временные вот эти эффекты, тоже применили их к себе же. Все эти эффекты вжух сделали. Здорово. Так, еще раз и всем F5 погнали, посмотрим, работает, нет. Так, первый на плеера залетает по левелу, второй залетает на enemy. На плеер and enemy. Вот, значит, Health Max. Смотрим, отображаем. Соточка. Оп, чем промазал, непонятно. Так. 15 хп себе дали, отлично. Померить главное. Так, дали и себе, и этим. Вот. Новые по 220. 220. Почему 220? Это что за приколы? И помирают, смотри, все равно. Пишет 220, а помирают, как это, что бейс идет. А что за приколы? 235. 700. Блин, не читает. Давно про ГЭС, знаешь, сколько с ним разбирался примерно. Про ГЭС, ну как, слышал я о нем давно, а вот разбираюсь, ну, может, не за месяц. Ну как разбираюсь, так, чуть-чуть касаюсь его, что-то делаю, дальше иду. Так. А что с этими? Что, не все? То есть какого-то лимита достигает количество спавна мобов, и все остальные стоят на месте. Прикольно сделано, прикольно юбики. И это мы одобряем. 700, а почему 700? Тысяча. Я что-то не догоняю. Подожди. Я что-то не догоняю. Я отходил. Ты пришел, ты отходил. Это хорошо, это молодец. Что-то интересное. Подожди, давай немножко снизим градус страстей. Что надо делать в игре? Про что игра? Бесконечный фарм и совершенствование персонажа. Так. Spawn level. Spawn enemy wave. Где у меня здесь spawn аккаунт? Он здесь регулирует. Продолжаешь тот самый легендарный. Да нет, наверное. Ладно, давай брейкпоинт все стоит. Нет. И посмотрим сейчас, что происходит. Почему он... Так, ну вот он первого создал. И он прошел мимо. Это все логично. Блин, ну так мы сейчас отсюда никогда не выйдем. Да ничего не слышно. Да, ну а чем я тебе могу помочь? Так, это мы себе улучшили, правильно? Остальные, видишь, не жалуются, поэтому... Чем я могу тебе помочь? Говори громче. Ага. Не буду.
Так, вот залетел этот. Пропускает. Не пропускает. Play gameplay effect to self. Ну вот, он его добавил. Второй раз. А что это такое? Почему их 14 здесь? Разбанить? Как ты себя плохо ведешь? В смысле разбанить тебя? Подожди, почему их 14? А теперь я понимаю, почему он этот наделал делов. Targets, apply card effect to targets. О, вот это надо вынести за этот. Почему меня не слышно? Ты шепчату не нравишься. Вот оно в чем дело. Вот тут вот вся проблема, поняли? Не там вся проблема, а там вся проблема. Блин, из-за гидры помер. Все из-за гидры. Так. Вот, поняли? То есть здесь он дает таргет, потому что это один таргет. Это наш. Мы здесь красавцы. И вот он пошел шлепать. Тивкарт эффект. Бац, и зафигачил ее. А он вот эту всю пачку должен делать. Card эффект. Блин, вот это надо переделать. Это ошибка. Мы сейчас нажмем Continue. Короче, недавно я начал изучать Python, но забросил, ведь мой ноут не тянул по чарм, а в блокноте далеко не уйдешь. Мы делаем вот это. Python, это здорово, это молодец. Начал изучать, небось, открыл, там написал Hello World. Говорит, я начал изучать. Ну, в каком-то смысле, да, уже начал, получается. Так, и вот он добавляет, а тут как раз таких 13, вот поэтому и 14 было, когда на тот момент новый заспавнился. У них 14 было, потому что сейчас 13 здесь. И он добавит к тому единственному его. И вот тебе 14. Привет. Тому там и 14 его это забей. То есть вот он залетел, и он должен apply gameplay effect to self сделать. И он применяет handle active card effect. Effect to sell card effect. И записывать его постоянно не вариант. А нам надо именно handle там. Да? И класс был, и этот. Ну, класс, ладно, мы можем извне записать. У нас все эти данные есть. А вот handle мы не можем записать. И нам надо, чтобы он единожды записался. А он это делает для каждого таргета, поэтому он разбухает. Так, все, схлопывай все это нафиг. Давай думать, Вот это и вот это. В принципе, это нафиг не надо. Why gameplay effect to self. Он тоже возвращает effective gameplay effect handle.
немножко попроще. Нам не надо будет этот spec handle делать зачем-то. Spec handle. Мы его сделаем. Сюда просто передадим вот эту часть. Жизнь прекрасная. Ах, ты мразь. T-subкласс, вот поэтому там через этот делается отмена. Подожди. Дальше, по твоему мнению, где лучше вызывать initability actor info? Смотря, ну, я понимаю, смотря что он делает, я понимаю, что он инициализирует ability твое. Ну, когда у тебя уже есть компонента, когда у тебя уже есть данные, которые залетели. В зависимости от того, кто это. Ну, допустим, если у enemy, то вот какой-то метод есть spawn enemy. Вот ты его отспавнил. Вот у тебя произошел спаун, его здесь ты записал get world spawn, ты его проверил, есть ли он. Вытащил в нем какие-нибудь там данные, проверил, все ли окей, вызвал в нем метод init. Но уже инициализация взяла и раздает ability всевозможные там и прочие всякие штуки делает. Но это виртуальный метод, он там у родителя еще шалит и тоже делает всякие штуки. А где лучше вызывать? Я ответил, когда. Ты где лучше? В смысле, где лучше? Ну, тот, кто занимается спауном, его, тот и вызывает эту всю штуку. Если у персонажа, то нужно, ну, на begin play... надо какие-то триггеры словить. То есть, смотря кто у тебя там инициализировался, откуда данные тянутся. И потом вызывать вот эту инициализацию. Так, подожди. Вот это вот верни, make ongoing. Вот поэтому мы это делали. Spec card to self. Это вот постоянно создавать, что ли? Card info. Везде. Вот этот вот товарищ класс. Я вернулась. Ты молодец. И это хорошо. Вот. Эффект спек. Spec to self. Не, подожди, что он принимает там в геймплей. В геймплей эффект. Вот это что ли? Не-не-не, как там это делается? Через spec handle data. Ну да, все верно. А у тебя одиночная же? Дата. Одиночная и не одиночная. Игры через 15 минут. О, у кого-то там гигабитный или какой там интернет, да? У меня одиночная, но я так подумываю в сторону мультиплеера. Ну, то есть то, что не впадло, я делаю с логикой мультиплеерной. Чтобы потом было попроще, короче. С тем, чтобы добавить мультиплеерные возможности. Так, вот эта вот штука тут. Эффект класс. А меня позвали делать игру на Анрике. VR Clicker 3D. О, это круто. Повезло. Повезло. Вот меня не зовут, к сожалению. Делать VR-кликер 3D. Так, значит... То же самое здесь. За бесплатно. Еще еду готовить начальнику должен буду. Ой, это прикольно, это прикольно.
Прикольно. Блин, и теперь можно и в метод его засандалить. New apply effect. Apply effect to enemy. Apply effect какой-нибудь. Apply enemy effect. Ладно, пусть так будет. На possessed by или он possessed, ну это ты для игрока имеешь в виду. Он possessed, скорее всего, но я бы там, наверное, он possessed. Да. Вспомнил свою старую игрульку. Сейчас прохожу, так как раньше не выкупал жанра и особенностей партийных РПГ. Ну, это замечательно. Он possessed же у нас срабатывает, когда он загружен именно подключился, по-моему. Но он possessed, он подключился у тебя. И можно уже что-то делать. Ну, инициализация... Подожди, это ж ты на сервере будешь историю гонять. То есть, что он вернет тебе на сервер, что уже это в контроле. Не, я знаю, что... Да. Но это когда он подключился. Создался, подключился на клиенте, по-моему, когда уже создался, он отправляет на сервер контроллеру о том, что этот уже существует. Я ничего не путаю. И там ты можешь уже что-то делать. Ну, к Павнусу обращаться, какой-нибудь делегат дергать или что-нибудь такое. Так, ладно, давай я создам все-таки метод. Эффект у нее, apply эффект void. Effects. Так вот сделаем. Наверное, в принципе разницы нет. Между possessed by и on possess. Да. Вообще надо смотреть, что это у ГПТ какого-нибудь спросить, что там пораньше происходит, что попозже. Теперь же по факту надо попозже. Вот. Ну, можно вообще сделать интереснее. Можно на Begin Play Has Authority проверить. И у клиента, именно когда он на клиенте вызов RPC метода сделать, который на сервер его отправит. И все. Вот. И как бы пошел процесс. Сомнительная такая история, конечно, но тем не менее. Так, Apply Effect. Мы перенесем сюда вот этого товарища и вот этого товарища тоже. Spec Handle. Единственное, что контекст Handle ему тоже нужен будет. Он будет постоянно его брать в себя. Блин. Ну тогда и карт нужна enemy info будет. Либо контекст передать, либо enemy info передать. Наверное, enemy info передадим. Или карт, чтобы make эффект контекст постоянно не делать. Что там тяжелый, небось, какой-то gameplay эффект, контекст. Получил его. Сделал проверку, вернул контекст. Да не тяжелый, но он копию, тем не менее, возвращает. Тем не менее, он копию возвращает. 24 байта. Но нам все равно либо этого передавать, либо этого передавать. Тут без вариантов. Gameplay эффект, enemy info. Enemy info ему все равно здесь получать.
из этого доставать. Поэтому, да, придется enemy info передавать. Enemy info. Дополнительно. А где я метод создавал только что? Play effects. Вот он. Так, вот. Мы сюда передали. И контекст handle мы все же сюда переносим. Опля. Так, это мы удаляем. Play effects. Вот это вот мы. Card effect target. Мы сюда его передаем. Хотя можно было бы сразу там перевести, но лучше так. Сюда передаем enemy. Сюда передаем player. И вот этот enemy info. Так, мы это убираем. Так, вроде все красивее стало. Но единственное, что вот это будет медленнее работать, чем то, потому что мы, во-первых, spec handle 2 раза создаем. А это 16 байт. Мы вот этот 2 раза создаем, 24, потом еще и заполняем здесь его, вызываем 2 раза вместо одного. Ну и точнее, ну да, и намчик один разочек создаем. И ссылочку один разочек, 2 разочек создаем тоже. Плохо. Но тем не менее. Хорошо, есть такая история. Ну, давай смотреть, работает, нет. Spec handle, контекст handle. Ну, скорее всего, саму ось туда подставить. Не, ладно, не будем его. Будет его драконить туда-сюда. Зачем? А я не вынес нифига, подожди. Че я запускаю толку-то? Я отсюда ничего не перенес. Да я там только красоту навел. Пуру. Так, еще раз, если мы его вынесем отсюда, что ему надо будет? Чего ему надо будет? Он не знает, что такое ACS. Это вот этот. Make effect context. Make spec handle. И вот он handle сюда записывает. Нам надо, чтобы он handle записал. Записал он его единожды. То есть вот эта часть точно у нас улетает сюда. Но она должна единожды быть сделана. Как бы был в помощь, но... Тем не менее... Ну да, был. А какие варианты? Не знаю, какой be first. Be first.
какие еще варианты? Вариантов больше нет. Ага. Только есть маленький нюанс. Это он в handle должен записать результат. А вот эту часть он должен вызвать несколько раз. Ему надо вот эту вот часть несколько раз вызывать. То есть вот этот улетает все-таки сюда. Еще раз. А как с этим быть? Как, вот так, что ли? Else, вот это, что ли, товарищ? Вот так, что ли, быть с ним, или как? Ну да. Эффекта нам надо единожды, чтобы применился play card эффекту targets. Но эффект один, то есть нам его надо единожды добавить сюда. А вот этот у нас его как бы тут несколько. Вот не понять, что с хендлом будет. Но хендл, скорее всего, он одинаковый там получится. Не изменяет понять вообще какой-то с интами он там играется. Такая вот история. Ладно. Ну теперь давай тестить, что получилось. Можно было бы, конечно, проверять на сам хендл. У него-то там есть эта штука. Точка is valid. True if this tracking inactive ongoing gameplay effect. Is valid, через is valid можно было бы проверять. Но дело в том, что is valid у нас тут накладнее будет, чем bool проверять, который у нас здесь. Правильно? Хотя там красивее будет и понятнее. Ладно, давайте вам угодно красивее и понятнее is valid. Если он валиден, то мы просто применяем вот эту штуку. Else мы вот это вот делаем. Вот. Готовы. Есть сбрили. Так, 15 хп дали себе. Хорошо. Дали enemy 25. 25. Вот теперь все работает. Тут новые появляются с 25-ками. Бац, еще 15, 45. Ой, 45, 40. Вот, и все с 40-ником появляются. Все, починили.
У меня теперь вопрос, какого лешего они ваншотятся. Так, где у нас наш дэмэдж? Эффектс, нет, дэмэдж, это дэмэдж, бейс, плеер, бейс, кнайт. Подожди, что? Не, ability нужен, а не эффект. Abilities, так, плеер, этот мили атак. Raise distance, была бы base damage. Так он 10 наносит. Подожди, а почему, если у него Health Max, у него 10? Потому что Health Max не подтягивает Health Current. Поняли? В чем прикол? Он Health Max дает, но Health Current у них остается тот же. Вот этот Health Max, который дает Health Max, он только 15 дает, все. Поэтому нам надо еще один сделать. Это Health Current. Scalable Float. Подожди. Scalable Float 15. Тоже. Пока у них курв нет никаких. Так, вот 25. Бац, не померли, не понял. Блин, их вообще не добивает, отлично. И они меня тоже не убивают. Вот это одобряем. Вот это мы одобряем. Мастер характер, Health Current at Base. Здорово. А почему? Самое интересное, что он... Блин, он текущим добавляет его тоже, да? А я текущим не хотел, чтобы он его добавлял. Подожди, во-первых, надо текущим убрать, это первое, что нужно сделать. Во-вторых, это в этом надо убрать. Текущим убрать и в этом Привет. убрать. Смотрел тот не тот бендинга. Что думаешь? Я, ну как смотрел, и да, и нет. Но я его закинул в этот. И пока его не трогал. Ну что я могу сказать? Ты просто там, ну, Понятно. Смотрел, но не смотрел, короче. Ну, я так понимаю, ты просто там условный тимап у тебя, который ты расширяешь через этот, и он биндит по нему его. И по тагам. Ну, я говорю, не, смотри, что, вот я дойду до этого, вот тогда и посмотрим, разберемся. Просто я сейчас немножко другим занимаюсь. Так. Ага. Понятно. Контекст. Можно не обязательно по тагам сделать. Уже по янамам. Там, где будет ключ янам, а этот. И расширяйте себе спокойно. Ссылка на метод.
который ты создаешь, но метод тоже создавать надо. Ну ладно, ну посмотрим, в общем, когда дойдем до этого. Посмотрим. Так, подожди, дай подумать. Привет. Слежу за тобой уже долго и Привет. все удивляюсь, почему ты куда-нибудь не устроишься работать. Мне кажется, ты уже крутой специалист. Ну, по каким-то причинам, по каким-то причинам не подхожу. По каким-то причинам не подхожу. Не нравлюсь и так далее. Го делать команду и сделаем свой Hollow Knight. По тегам нужно, потому что теги вшиваются в инпут и передаются вместе с нажатием кнопки, что автоматически запускает любые обилки. Не, это я понял, да, потому что теги для того, чтобы интеграция была удобная с этим, с гесом. Это я понял, да. Тутуру приветствую. Могу делать команду и делаем свой Hollow Knight. Да, команду делать, да. Но тут, видишь, по команде, допустим, программиста, если добавлять, ну тут два программиста, это... Да нет, так себе специально, ну вообще, да, так себе. Это ты как профессионально, да, оцениваешь, так сказать, на опыте. Так вот, два программиста, ну, они мало чего. Надо художественная какая-то история, чтобы была. То есть Ну, мы в него какого-нибудь верим. человека... Спасибо. А, Я так понимаю, этот не тот из Лыра. какой... и ты про эти, про input, наверное. Короче, художественное какое-то, это, то есть там какой-нибудь левел-дизайнер, что-нибудь такое, аниматор, вот это вот все туда. И как бы... Как бы вот это было бы У Влада хорошо, ульта хороший. вот... Короче, это по поводу команды. Все, я сбился. В смысле, возвращаемся к этому. Apply card effect to targets. Card effect to targets. Card selected. И он берет, его запускает к текущим. Вот. Я не хочу, чтобы он к текущему его запускал. Я не хочу, чтобы он запускал его для enemy. К текущим. То есть вот это вот я закомментирую. Вот это я тоже закомментирую. Мы, в принципе, можем, если мы здесь ничего не делаем на enemy, то нам и не надо apply card effect запускать даже метод. Лишние здесь копии не гонял и лишние проверки не делал, вот сюда вот не залетал. Эту историю мы здесь можем спокойно вот этот B-processing level сделать на false, вот здесь установить и сделать return. Быстрее все это работало. Брейки оставлю, чтобы побесить. Думаю, пусть заходят, мне рассказывают. Здесь не нужен. Чисто для... Это как этот... как наживку, короче, ставим. Так. Хорошо. Это то, что к текущим не применяется. Это то, что мне надо. Вы что, не бессмертными стали? Так, нет. Targets.
Подожди, вот это вот здесь не надо. Стой, ты сюда. И ты уходи. Ну и ты тоже уходи. Вот. Другая история. Хорошо. Но уже не таргетс, и уже можно уже можно перенести и сюда сам метод. Вызвать. Взять, проверить enemy чисто и сделать false return. Все, он-то в одном месте только вызывается. Ctrl-Shift-Find, Find All. Он здесь только вызывается. Не надо делать это по циклу, потому что он всегда один, он плеер. А, плеер. Подожди, плееров несколько может быть. Все, надо, осуждаю, все. Не надо трогать. Все как надо здесь. Все хорошо, здесь не трогаем. Все, тут починили, к текущим он не применяет их. Давай сейчас посмотрим. Эту всю историю. Play в кодинг. Так, play. У нас соточка. В этих десяточка. Шлеп первого, шлеп второго. Шлеп третьего. Это пока мы себя забафали. Так, вот мы забафали у этих 10, у нового 25. Вот, старые по десяточке, новые по 25-очке. Он забафали у этих 25, а у нового... А где новые? А что новым не дало? Новым не работает. Прикольно. Прикольно, прикольно. Это я одобряю. Почему оно не работает? Card selected, бла-бла. А знаете почему? Потому что вот этот товарищ. Вот этот товарищ не сработал. Уже должен его добавить. Надо думать. Скорее всего, от метода избавиться. Карды инфо тянет, да? Не вижу смысла тогда от метода вообще. Ибо он лишние данные будет тянуть. Актив этот. Это нам надо его будет здесь создать. Создать здесь. Передать по ссылке. Передать по ссылке, назначить здесь его. А вот эту часть вызвать уже тут. Вот. А зачем тогда это делать? Эти все копии менять и прочее, если можно это не делать. Сразу засандалить проверку. Это все засандалить. Пошел там, сделал. Да просто скопировать. Ну да, нафиг он мне нужен. Все сделаем. Или все же нет. Просто здесь-то у нас самоописываемый код, все дела. То есть мы применяем карт эффекту targets. То есть таргеты мы вот назначили его. И индекс самое интересное, что здесь получается через карт эффекта этот преобразование.
Ну да, я ладно, удалю этот нафиг. Apply card effect to targets. Все, уходи. Минус метод. Много методов плохо, осуждаем. Вот сюда добавим. Так, первая проверка сюда полетела. Потом вот это нам вообще не надо создавать, между прочим. Мы делаем еще иначе. If вот этот покемон равен вот этому покемону, он же должен будет сделать эту фигню все равно. Понял, да? Хэндл должен будет получить. Или все же оставить, чтобы текущим этот было. Но с текущим там будет проблема. Самая основная проблема, что я не хочу с текущими. Да. Восклицательный знак волчара. Вот если таргетса нет, у нас хэндл мод есть. Ну... Ну, у меня есть идея, как это сделать. Но опять же, это мне не нравится, эта идея. Подожди. Хэндл, да. Где мы этот хэндл вообще используем? Не тот, не тот, не тот, не тот хэндл. Это тоже не те хэндлы. Это не те хэндлы. Тоже не тот хэндл. Таймер хэндл. Не тот хэндл, не те хэндлы. Это тоже не те хэндлы. Просто в чем суть? Так ли нам надо, чтобы там что-то было? Если мы через эффект класс это делаем и через этот. Active Effects. Подожди, а мы можем handle получить не make handle? Там же есть, по-моему, что-то make handle. Ну-ка. Play effect get default object. Или он из ASC вытащится. Cancel find ability spec from G handle. Нет, это все не то. Сейчас мы ГПТ спросим.
А если я его закомментирую? Вот сейчас комментировать придется просто тьму тьмущую. Всего. Так, нет. Мы сейчас найдем ошибку, посмотрим, где он используется, а можем ли без него обойтись. Нужен ли он нам? Ага. Можем, конечно. Упаль? Никто ничего не упаль. Упаль. Нам нужен как раз таки геймплей эффект. Get active gameplay эффект. А нет, у меня и нет упаль. Нет упали, но это печаль. Геймплей эффект. Просто геймплей эффект, что ли? Get active gameplay эффект. Подожди. Active gameplay эффекта. И он здесь именно строго принимает именно handle. Мне кажется, тут надо вообще менять, как это все работает. Что думать? Эффект with all tags. Но дело в том, что мне один нужен он. Handle самое простое. Ну, есть, конечно, еще один вариант. Это мы просто-напросто получаем вот этих вот эффектов. Правильно? Эффект какой-нибудь там. Поэтому обращаемся к нему. Подожди, ты же массив возвращаешь. Ух ты, Array replication get active effects. Вот ты возвращаешь массив. Const в gameplay эффект query еще нужен. Я твою душу шатал, блин, понаделали миллион этих, надо передавать. Меня это не устраивает. Get active gameplay эффект. Да, молодец. Ну, допустим, вот эту вот фигню ты принимаешь. Сделать вот так и через какой-нибудь нолик и тупо его сравнить с System Components. С чем сравнить? Active CE точка эффект класс. Типа такого. И он нифига не сравнивает его. Потому что что? Потому что ты опять EF Active Gameplay Effect Handle. Опять он handle все возвращается. Gameplay эффект. Хорошо, ладно, хватит мудрить. Давай спросим у него попроще. Давай спросим о ИИ по поводу, как можно ли что-то как-то без хендла. Вот то же самое, только без хендла.
ТЦЕ, вот этот покемон, есть вот этот. Все, сейчас спросим, можно ли сделать так или нельзя так сделать. Query contains handles. Handles. Query constant. Get active effect handles. Так, подожди. Он мне советует что сделать? Через хендлы. Получить все хендлы. И просто передать туда эти хендлы. Сейчас. А толку он его найдет? А мне нужен именно текущий. Подожди, стоять. Подожди. Или нет? Ничего не понял. Active gameplay effect. Query gameplay effect tags. Definition effect class. Вот так вот это делать, смотри. Кажется, понял. Или, короче, через get active effect handles. F gameplay effect query. Смотри, что мы делаем. F gameplay effect query. Gameplay effect query. Этот query. Точка эффект. Definition equal наш класс. Класс. Вот он. А потом мы делаем QRA. Я скопирую, я чуть не хочу это прописать самостоятельно. Мы делаем вот такую вот фишку. Source component в данном случае. Query это наш query. Вот этот. И мы перебираем его через этот. Поняли? Это что-то жесть какая-то, если честно. Вот. Ну, естественно, это куда напряжнее история, чем-то. Вынесем сюда. Ему это не надо делать постоянно. Там это у нас этот, поэтому мы здесь создаем. Ужасный ужас. Это жесть. Раз, два, три.
Ну, вот тут справедливости ради он один раз это сделает, но, тем не менее, выглядит очень страшно. Давай еще раз F7. Единственное место, где нам надо было handle. Да, это единственное. Но, слушайте, ради единственного места мне вот это вот, чтобы его записывать там через задницу. Не буду я это записывать через задницу. Мы его просто удалим. И все. Так, хорошо. Если enemy мы не записываем, но нам надо дело в том, что его применить. То есть вот эту вот часть выполнить. Да. Надо ее выполнить. Тут targets, но уже нет этого метода, поэтому мы счастливы. Так, индекс мы переносим повыше. Сюда. Ну вот это тоже Active Card Effect. Handle is valid, он его не проверяет и никуда не записывает, он просто вызывает. Угу. Ну а если он его просто вызывает, все очень легко и просто. На самом-то деле. Так думать. Я отходил. Не отходи больше. В эффект он здесь его добавляет. Правильно, создает его здесь в конце. Я вернулся. Зачем создавать его в конце, если можно его сразу в начале засунуть? А enemy нам все равно надо, чтобы это enemy выполнил. Когда мы сделаем иначе, и что мы сделаем? Сейчас я еще раз все обдумаю. Remove. Ах ты, твою-то мать. Вот у нас еще где handle применяется. Да, я подумаю. Если он берет его отсюда, то тогда мы вот так делаем. Смотри. Вот это мы переносим повыше. Сюда. А теперь выйди и отойди нормально. Угадал, что я ел. Не угадал. Так, это мы удалим сюда. Бла-бла-бла мы добавили. Теперь очень внимательно. Вот здесь. Вот это мы вообще удаляем полностью. Не интересует. Нас интересует вот это, чтобы оказалось вот здесь. Понимаем, Так да? ты разбанил АРБ? Я не знаю, что это такое. Что такое разбанить? И что это за ник такой? Я не помню такой ник у тебя. Мой первый аккаунт. Это ты молодец, твой первый аккаунт. Я помню, что там за первый аккаунт. Эффект таргет. Вроде все окей или нет. Мы создали индекс. Индекс нам нужно сюда его передать и записать. Правильно? Правильно. Мы создали, записали класс, записали level. Передали туда его. Для плеера и player enemy. УАРБ. Молодец, еще раз напиши, а то непонятно было. Не помню я такой аккаунт, успокойся. Durability System Component, подожди. Handle, да, хочет. Ну, те же яйца. Любовь, почти. Делать. Разбан за вашу мани. Так, разбань. О, видишь, Дендеракл тебе что сказал.
стримеру это требует деньги за разбан. Так. А, Держи. держу. Не, это не значит, что Нендерак там написал, на сейчас этот я разбаню. Не разбаню, ты провинился. Так, вот это я скопирую. Эффект класс. Это у нас card info. Вот этот тут. Отпусти. Не. Так, скопирую его полностью, пожалуйста. Да. Компонент. Это он компоненты перебирает. Нам компонента. Вот это нам не надо, значит, этот цикл. Потом вот это нам тоже не надо. Карт level нам не нужен. If и вот этот if нам тоже не надо. Нам надо для каждого этого хендла сделать remove вот этот active gameplay effect для хендлов. Компонент это вот этот компонент, query, бла-бла-бла и handles. Handle точнее передать сюда. Вот. Так, и никакие брейки здесь не надо. А, не надо или не надо, подожди. Handlers. Что за брейк? Дело в том, что это уже не Handlers нифига, так что надо его как-то переименовать, что ли. Тут брейк не имеет... тут он... Тут делать нечего. Или есть чего. Понятно. Ничего не понятно. Если он нашел такой эффект. Ну да, он единственный, зачем дальше бегать. Все, брейк нужен. Вот это, по идее, единичку найдет, только единственного. Но здесь один раз будет выполняться. После того, как убрали, мы его добавили. Хорошо, допустим. Оно работает? Или оно не работает? Но если что, это спам гидро виноват. Это он все. Это все он, подожди. Так. Шлеп. 15 добавили, 115. Хорошо. Я почему-то не получил ровно 15. Так, эти не получили. Новые получили. Хорошо, мы этих ушлепали. Еще 15 сверху. О, 40, отлично. Новые тоже получили эту фигню. Только они шлепаются. То есть то, что он там понаприменял, это вообще ничего не значит. Мы, правда, теперь не получаем бонуса. 115 почему-то. 115.
Так, почему мы не получаем бонусы? Потому что вот этот всех нафиг убирает, правильно? Active Gameplay эффект. А у того как раз таки не работает он. Подожди, а зачем мы именно убираем его, если мы его должны сверху добавить, наверное? Мы же его добавляем, а убираем его, потому что card level у нас залетает. То есть, если залетает точно такой же... Как все тяжело. Было бы так просто, если просто можно было бы уровень поменять. Там вроде бы можно, но он что-то говорил о том, что это плохо все работает. Может поменять, может не поменять. Может поменяю. Не, по хендлам. Там левел у нас залетает этот. Ну да, мне что надо, чтобы он текущие мне применил изменения. Так, вот он залетел. И здесь на брейк улетел. Потому что handle сам нечего убирать. Надо было посмотреть, что там я за картинку добавил. Так, вот он залетел. Handles 1. Он его убрал. Break. И apply gameplay эффект. И то, что было 115, то и есть 115. То есть точно взял старый, убрал, новый добавил. Еще раз. Давай зеленую берем. Зеленую берем. Не, можно, конечно, все очень легко и просто. Просто сверху их там настакивать, и все. Все будет работать. Блин, нету, зеленая не прокнула. А, неважно, зеленая, не зеленая, смотри. Через query он по этому, по классу получил те же эти хендлы. Я отходил. Я пришел. Подожди, надо проверку добавить. Отходил, пришел. Куда ты постоянно отходишь? Что ты там делаешь? Нам нужно делать проверку, как в этом мы делаем. Вот эту вот, по всей видимости, get source company. Вот эту вот проверку делать. Только после этого его добавлять. Точнее, Вот теперь вышел и отошел уже нормально. Да, да. Source component. Это вот этот товарищ. Это ужас, это какой-то такой ужас. Такие эти пошли, шух. Но в методы я что-то не очень хочу все это засовывать. Тем более это не особо что-то изменит. Лесенка останется. Было. Так. Query handles. Подожди, а если мы достаем его из этого, то нафига вот тут каждый раз его получать? И query создавать каждый раз. Если query берется из этого, для каждой карточки зачем это делать? Которая существует. И handles зачем брать, если query у нас достается из этого? Для текущих хендлов, точнее. Мне кажется, что-то я не то делаю. Что-то я запутался.
Не, надо по порядку сейчас пройтись сезонного, условно. Начать отсюда, как у нас вообще это все работает. Потому что что-то я не пойму. У нас мы перебираем текущие, которые у нас висят. Там у нас эффект. Вот мы взяли его, сравнили. Бац, все получили. Здорово, здорово. Потом мы взяли, записали сюда кард-эффект, который кард-инфо залетел новый. А зачем мы записали новый, если надо записывать старый? Эффект класс. Если нужно записать старый. И узнать, есть ли старый в текущем. Вот. Мы узнаем, есть ли старый здесь. Поэтому мы не можем теперь вытащить его за пределы. Здесь создается. И узнаем здесь handles. Кто старый? Ты кого старым назвал? Я уже не помню, когда я говорил старый. Уже память очищена, поздно. Приходите, да, надо было раньше, до того, как garbage коллектор сработал. Ну, давай посмотрим. Работает, нет. Сейчас проверим, работает, нет. И перерыв, наверное, сделаем. На минут 15, 10, 5, 5, 10, 5. Подожди. Ну и потом надо определиться, почему у них ХП не устанавливаются те, которые надо. Так, зеленку берем. Так, он ничего сюда не зашел. Хорошо, континью. Дальше. Тихо, не убивайте. Кто забайтился, тот и старый. Я отходил. Я решил. В этот раз не отойду. Все равно ремув. Все, у нас 115. Не понимаю я. Я не понимаю. Не понимаю, надо понимать. Вот прям гидра напрашивается на банан, но... Ладно, давайте перерыв, короче. 5-10, максимум 15 минут. Пройдемся, проветримся, подумаем. И вернемся к этому вопросу. Что тут я напротачил, короче. Давайте 5-10, максимум 15 Что за байт? Я не помню, когда это было. Так, продолжаем. Продолжать. Итак, в общем, я ничего лучше не придумал. Как спросить у условного ГПТ, что-то происходит? Что не так? Почему я стою на асфальте в лыжи обутый, а лыжи не едут? Так, значит, мы что делаем? Мы вот так делаем. Мы вот так. И спрашиваю его. И объяснить логику надо. Подожди, а card level у меня... вот этот card level, он же его тут дальше правильно означает? Да, вот он card level получает. Set card level происходит. Он же там его получает, да.
Я отходил. Я пришел. Это здорово. Так, все, я ему плюс-минус описал. Что там за проблема? Сейчас он подумает. Мы посмотрим. Ну, я его попросил объяснить, в чем тут проблема. Проблема в том, что я handle удалил. Вот в чем проблема. Но дело в том, что там handle и не запишешь, блин. Так, правильно, ты добавляешь актив карты эффекты в массив до проверки на дубликат. И потом ищешь по подумает? классу. Чат ГПТ. Active Gameplay Effect Handlers, да, вот, да, чат ГПТ подумает, да, я его добавляю до. Вот здесь вот осуждаем это. Так, это сюда переносим, все верно, он подсказку дал. Это да, я его добавил и сразу же начал проверять. Так, если уже такой эффект носишь, есть логика должна быть такой, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Find by predicate. Главное Если я изменить. буду петь песню, ты меня не забудешь. Вот все возможно. Все очень как возможно. Ну, давай сейчас запустим. Подожди, что тут мне советуют? Советуют. Блин, дело в том, что он не выкупил, он не выкупил. Или подожди, или он выкупил. Active Card Effect. Бла-бла-бла, Active Card Effect. Components. Area. If else, бла-бла-бла. Карт эффект, Active Index. Он, да, ищет существующее того же класса. Find Predicate. Return. Find by Predicate. Effect. Const. Return. Existing. Ну, короче, пока. Ну, давай. If existing level. Всем пока, я домой. Он нифига не понял, что тут происходит. Не, ладно, давай посмотрим, сейчас работает, нет. Просто он опять ищет текущий, хотя у меня он найден был там. Поэтому ему проще там искать. Его уже нашел. Дело в том, что он его уже нашел там. Так, шлеп. Снаружицу взяли. Подожди, стой. Брейкпоинт стоит. Красную рожицу взяли. Брейкпоинт не заюзанный. Почему он здесь его не завязал? Я опять его не завязал, не понял. Play, бла-бла-бла. А что, у меня там где-то ретурн стоит? Continue, break. Там брейк для этого стоит.
Э. Уф. Да магия. Давай еще разок. Так, вот. Все, он зашел, он пошел. Он сюда пошел. Вот он его применил, да. Дальше по своим делам, хорошо. 115, здорово. Бац. Бац, опять взяли этот. Так, и опять в помойку. Опа. Эмпти. А почему эмпти? Опа, а почему ты эмпти? А, ну логично эмпти, кстати, подожди. Тяжело. Тяжело. Это да. Есть такая история. Да, тяжело, да. Все здесь правильно, все сейчас он правильно сделал. Убираем еще один эффект, он тоже empty должен быть. Блин, он задолбал, где он вообще? Он сразу сюда улетел, подожди, в смысле. Восклицательный знак чай. Чай? Что за чай? Восклицательный знак чай. Это... Что за кар? У меня не было никогда кар. А, кэт. Ой. Так, эффект. Логично, что один, потому что сейчас enemy пошел. Чисто для enemy. И enemy он с 40-ником ходит. А я 103. Так, сейчас все работает, подожди. Вот, мы сейчас второй раз запускаем, и вот тут уже находится один элемент имеется, вот. Один элемент уже имеется, он в наличии. Он его удаляет. И он второй элемент удаляет с 3. Он просто взял два элемента, которые у меня есть, просто удалил, и у меня обратно 115 хп стало. Так, теперь все работает, кроме вот этой проверки. Он здесь немножко не то ловит, что мне надо. Он должен... Должен заремувать именно тот уровень. Но тут тоже нужно... Короче, надо курву туда подтянуть. Иначе сейчас все работать не будет. Но он ремувает его. Не должен ремувать другие эффекты. Он должен именно тот эффект ремувать. Еще раз, хэндл. Мы получили все хэндлы всех наших обилок именно такого же класса. А они сейчас класса одного все. У них сейчас класс 1. Потому что они разные, там датасты, то еще плевать ему. Класс у них у всех один. Они на одном классе эффекта сейчас сидят. Может быть, в этом дело? Может быть, в этом дело. Потому что они все на одном классе сидят. Так-то это будет разный класс. Потому что я сейчас пытаюсь бороться с проблемой, которой на самом деле не будет у меня. Подожди. Смысл в чем? Смысл в том, что вот эти покемоны... Сейчас дам больно. Ладно, ты оставайся. Это все... Что, издеваешься, что ли? Датаст. Картс. Это все на одно... Ну, у них внутри здесь вот этот товарищ. Один класс. И он ищет именно этот класс, который дает бонусы. А там не будет такого, что он повторяется. То есть тот, который повторяется, это как раз-таки датасы. То есть у каждого датаса свой класс вот этот будет товарищ. И он его находить не будет. Поэтому он не будет ремувать остальные эти штуки как раз-таки.
А вот level будет работать, то есть он будет увеличивать его. То есть все, что нужно, это курву написать. Курва должна быть для карточек. Кард, курв. Это кард. Подожди, дай курву напишу. Курва. Miscellaneous curve table. КТ card. Cards. Круем ее. Вот этот Health Max. Health Max. Давай тоже для 10. Мы по процентам будем увеличить? Или куда? Curve cards, select curve health max. Scalable float, attribute based, scalable float. Подожди, а он весь процентно работает. То есть, если я укажу здесь 1.5, это точнее, первый уровень, это вот этот 1.5. Это что, он его в половину здесь увеличить сразу. Вот, сразу 22,5. 7,5 добавил. Значение. А еще, чтобы не плодить кучу эффектов урона, можно завести атрибут урона и в геймплей эффект, читать его не с агрегатиба source, а агрегатиба target и вносить атрибут урона в тот геймплей эффект. Еще раз. Не плодить кучу эффектов урона. Какой эффект урона? Не понял. Атрибут урона в геймплей эффект, читать его. Aggregate by source, aggregate by target. Я не понял, о чем речь. Сорян. X2, X3, X4. X2, X3, X4, X5, X6, 7, 8, 9, 10. Ну, логично, что здесь пойдет 150 хп на 10 даст. Ну, нормально. Вот, мы ввели вот этот вот на Health Max. Все, он будет его вносить. И следующая вот понеслась дальше. Только тут моментик есть. Так как это может быть и для enemy сделано, и для этого нам надо разделить. Короче, сейчас надо заполнить эти штуки, чтобы понять вообще, как это работает или нет. У нас есть... Сделаем сейчас 3 их всего. Cards. Enemy. Wire and enemy. And enemy и wire. Зачем сдублировал, непонятно. Давай, допустим, move here. Откроем тебя. Enemy. Как это работает? Это то, что влияет положительно на enemy и отрицательно для плеера. Player and enemy — это то, что влияет положительно на enemy и положительно
на плеера, либо отрицательно на enemy и отрицательно на плеера. А то, что на плеера, влияет положительно на плеера и отрицательно на enemy. Вот так вот. Карднейм, там, я не знаю, Гига Хелс. Гига Плеер Плеер Хелс. Increase Health Max. Player Health. Есть, все. Зеленый есть. Мы тебя переименуем. Дей. Кард. CP, наверное, типа карт плеер. И в конце это все засандалить. Health. Health Max. Так, напишем. Так, это что? Ой, подожди, это на enemy. Не player, а enemy. SE. Health Max и не player, тогда его здесь, а enemy health. Enemy increase health max and increase enemy. Enemy health max. Есть. И вот этот же надо создавать отдельный. Вот, он уже создан для enemy. Этого мы указали health max. Все здорово. А для плеера надо указывать отдельный. Это другой класс, чтобы был. Вот как стамина здесь, только мы не стамина сделаем. Ладно, стамину мы не трогаем. Сдублируем. Здесь мы health max. Scalable float. Не 100. Уже 15 сделаем. Стикарс. Cards. Курв. Ой, курв какой? Health max. А что за курв там? Что такое? Уходи. А, я пока еще ничего там... Ладно, это же этот... Все, пусть будет. Health max. Все то же самое. Все, compile. Блин, как-то бы его пометить, что ли. Это player. То есть это влияет на плеера именно положительно.